Меня зовут Анастасия Детинкина, и я отвечаю за трейд-маркетинг. Немного напомню, одна из целей нашей компании состоит в том, чтобы мы хотели, чтобы все наши гости ресторанов от Калининграда до Сахалина получали одинаковый клиентский опыт. И как раз-таки клиентский опыт состоит из трех таких больших составляющих. Во-первых, это вкус и качество продукта, за это отвечает отдел продукта. Во-вторых, это сервис. И третье, это атмосфера и оформление ресторанов. Как раз-таки над тем, чтобы все наши рестораны были одинаковые, единообразные и гармоничные, я и работаю. Но еще в 2017 году я работала в самарской команде и задавалась одним вопросом. Почему нет некой системы коммуникации между управляющей компанией и партнерами для того, чтобы гармонично работать и выдерживать все новые обновления трейд-маркетинга? Потому что тогда для партнеров это действительно было болью, это было сложно и совершенно непрозрачно. И поэтому сейчас я хотела бы рассказать о том, как мы начали в управляющей компании строить эту систему именно на примере проекта «Новогоднее оформление ресторанов». В 2017 году управляющая компания впервые опубликовала статью о том, как нужно оформлять рестораны к Новому году. Но тогда было несколько минусов. Во-первых, не было продукт-оунера проекта, многие требования, пункты статьи носили только рекомендательный характер, и более того, все делалось почти что в последний момент. Но самой болью было то, что для меня, как локального маркетолога, что украшения, во-первых, должны были закупаться локально, и более того, федеральные гирлянды, которые приходили к нам от федерального поставщика, нужно было просто дособирать руками в каждом ресторане. Это было действительно в предновогоднюю пору очень сложно и совсем не вызывало энтузиазма. И поэтому, когда я пришла в управляющую компанию, одной из главных целей стало именно придумать какое-то новое простое решение для новогоднего оформления всех наших ресторанов. Но мы столкнулись с тремя довольно большими и важными факторами. Первое – это то, что все наши пиццерии совершенно разных размеров. У нас есть как большие, красивые двухэтажные рестораны, так и совсем маленькие, с залом общей площадью около 30 квадратных метров. Поэтому мы должны были разработать какое-то решение, которое подходило бы и для тех, и для других ресторанов. Второе – это то, что наши пиццерии безумно разбросаны по обширной территории России, и не только России, плюс многие пиццерии находятся очень удалены от Москвы. И так как мы не нашли возможности отправить новогодние украшения с помощью нашего федерального поставщика Восток-Запада, следовательно, нужно было разработать какое-то новое решение. Третий фактор – это то, что, конечно, мы понимали, что новогодние украшения должны были быть недорогими для наших партнеров. Что мы придумали? В итоге мы разработали два комплекта, большой и маленький. Суть в том, что комплекты отличались по сути только составом. В большом, допустим, комплекте шла большая искусственная ель, она предназначалась именно для украшения большого ресторана. В маленьком комплекте шли две небольшие елки, которые ставились на кассовую зону, если того не разрешало помещение именно для поставки именно большой елки. Также отличались комплекты набором количества гирлянд, количества и размером шаров для украшения елок. По сути, мы собрали два комплекта, и партнеру оставалось только выбрать, что ему заказать в свой ресторан. Вообще, над работой этим проектом мы связались с нашим федеральным поставщиком маркетинговых материалов Zets Project. Ребята взяли довольно большую часть на себя по поиску производителей, по сборке всех комплектов вручную, по отправке счетов партнерам и также по отправке самих комплектов. А партнерам оставалось только заполнить таблицу и отметить свои юридические данные и какой комплект он хочет заказать себе в ресторан. В ноябре мы уже съездили в Zets Project для того, чтобы проверить, как идет процесс сборки наших комплектов, качество комплектов, после чего… Как вы думаете, сколько всего комплектов было собрано? Почти что. 156 больших и 218 маленьких комплектов мы собрали. И действительно развезли по всей России, и также Казахстан и Беларусь. Могу с уверенностью сказать то, что более 90% пиццерий получили комплекты вовремя. И вот могу представить некоторые фотографии, как было в 2017 году и что стало в 2018. Вот. И немного сравнения. Тут суть в том, что в 2018 году мы действительно заранее готовились, мы дали всю информацию партнерам гораздо раньше. Более того, комплекты не нужно было дособирать локально на месте, а уже все приходило в готовом виде.
Но самое важное еще то, что мы и в 2017, и в 2018 провели проверки через рейтинг стандартов. И если в 2017 году показатель составлял всего 37%, то есть это то количество пиццерий, которые украсили рестораны согласно статье в базе знаний, то в 2018 году этот показатель составил 98%. Я считаю, что это хороший результат, это вообще хороший старт. И, наверное, успех проекта был в том, что мы переложили большую часть операционных задач именно с партнеров на управляющую компанию. А партнерам оставалось действительно только выбрать комплект там, и ожидать счет. Вообще, в целом, мы сейчас работаем над тем, чтобы упростить жизнь партнерам, чтобы действительно любой партнер мог в один клик заказать нужный ему необходимый маркетинговый материал, или там, будь то рецепты или стандарты. Zets Project уже под нас разработал интернет-магазин, через который любой партнер может сделать заказ, выбрать суперпалету или какой-то рецепт. Вот. Но подробнее о разработке и дальнейшем развитии интернет-магазина я бы хотела рассказать в своей следующей презентации. А сейчас слово предоставляю Александру Черному.